Добрый день, друзья! Сегодня готовим самый простой и быстрый бисквитный пирог. В молоко добавляем ложку уксуса и оставляем на 5 минут. А пока в миску вбиваем 3 яйца, добавляем щепотку соли, всыпаем 300 грамм сахара и при помощи миксера взбиваем яичную массу до пышности. По времени это занимает буквально 2-3 минуты. Теперь вливаем 100 мл растительного масла без запаха и молоко, которое оставляли на 5 минут. Оно уже не однородное, а пошло белыми хлопьями. Именно молоко с уксусом делает тесто рыхлым и эластичным. Пирог получается более воздушным и нежным. С добавлением кефира или сметаны вместо молока и уксуса такой текстуры мы не добьемся. Это мой маленький секрет при приготовлении этого бисквитного пирога. Далее в просеянную муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем и высыпаем сухие ингредиенты в жидкие. На самой слабой мощности перемешиваем тесто до однородности. Долго не взбиваем, а лишь соединяем ингредиенты вместе. Нам нужно, чтобы тесто не потеряло свою воздушность. Счищаем остатки теста со стенок миски и еще раз аккуратно перемешиваем все. Нам нужно, чтобы тесто было максимально однородным. А по консистенции оно напоминает густую сметану. Противень застилаем бумагой для выпечки и выливаем тесто. Равномерно распределяем его по всей поверхности противня. Отправляем выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна остаться сухой. Достаем пирог из духовки, даем ему остыть на противне 5-10 минут. Затем перекладываем его на решетку, снимаем пергаментную бумагу и оставляем в таком виде до полного остывания. Ну и теперь разрезаем на порционные кусочки и по желанию присыпаем сахарной пудрой. Я вам показала классический вариант пирога, но в тесто можно добавить кокосовую стружку, лимонную цедру, шоколад, сублимированные ягоды и каждый раз получать новый вкус. Пирог получается нежный, рыхлый, очень воздушный, а самое главное, что он остается мягким на протяжении долгого времени. Мои дети любят его есть с какао или чаем. Пробуйте приготовить сами. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые рецепты. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».